Всем привет! Время подводить итоги. Наш отдых здесь уже закончился. Сегодня мы уезжаем в аэропорт, поэтому хотим рассказать вам, какие плюсы, минусы мы увидели в отеле, и рассказать, что нам понравилось, что не понравилось и почему. Мы находимся возле ресепшена отеля. Лобби-зона оформлена очень стильно, лаконично. Здесь можно посидеть, отдохнуть. Выпить вкусный коктейль или же чашечку чая или кофе. Территория отеля достаточно большая, то есть она включает в себя 3 бассейна, один из них детский, один основной большой бассейн и один маленький, удаленный от всего. В детском комплексе нянечки разговаривают на испанском, не на английском и не на русском языке. И что касательно лежаки около бассейнов, достаточно не очень качественное оборудование. Некоторые лежаки уже истаскались, поломались, и иногда не очень удобно на них лежать. Это не все лежаки сломаны, частично поломаны. Соответственно, я надеюсь, что их в скором времени все же заменят. Анастасия, как вам лежак? Отлично. Супер? Да, ты лежишь, а вот эта водичка, она тебя немножко охлаждает. И даже если самое пекло, очень хорошо сидеть здесь, очень комфортно. Как вам отдых в отеле Иберостар Эсмеральда? Отлично! Номеров каждый день они моют пол. Пол моют достаточно хорошо, но на балкон они не заходят, мне кажется, от слова совсем. Полотенца, постельное белье, мне кажется, они за время всего нашего пребывания здесь, возможно, один раз поменяли. Полотенца не меняли, а постельное белье меняли. Но говорят, что это связано с тем, что на данном острове нет прачечной, и они возят достаточно далеко. Поэтому относитесь ко всему аккуратно. Полотенчика там помылись, повесили, на пол не кидайте, чтобы оно не было грязное. Либо можно просить, но, честно, мы не просили. Поэтому у нас другие люди просили, в принципе, они там дают $1, они спокойно меняют. Мы не пользовались этим. Да, мы не брезгливые. Мы заходим в номер. Здесь вот такое большое зеркало. Полный рост, очень удобно посмотреть на себя. Здесь туалет, унитаз. Беды нету, есть телефон. Смотрите, какая дверь. Все видно, слышно. Шумоизоляции нету. 2 рулончика туалетной бумаги. Что-то типа гардеробной, сейф, ящики для чемодана. Есть утюг.
гладильная доска, есть зонтик, вешалка, дверь скрипучая, есть одеяло, кстати. Одно полотенце, 2 стакана. Это у нас что? Не знаю, что это. Полотенчики. Такой вот душик. Ну, вроде бы как бы чистенько. Это песок. Ну, видимо, тут все уже, наверное, убрались. Посмотрим, что у нас в мини-баре. В мини-баре ничего. Стул, рабочее пространство. Настя все пытается подключиться к Wi-Fi. Я подключилась, я поборола этот интернет. Он работает, но будет работать всего 3 часа. Есть, кстати, вон, смотрите, вентилятор. Интересно, включается. Ну, тут хватает и кондиционера. Короче, мы чуть попозже разберемся. Телевизор, такая картина, столик. Классно, кстати, такое кресло. Классно на нем посидеть. Какая-то колоночка, NFC. Можно iPhone подзарядить. Да, в принципе, все. Но самое главное, это классный вид, который открывается. Вид на море, есть вот пальмы какие-то маленькие. В целом отель новый, все свеженько, все уютненько, все красивенько. Получаются классные фотки. Пляж не слишком широкий, он достаточно узкий, но длинный. Можно погулять, прогуляться. Ограниченное количество шезлонгов. Люди встают очень рано для того, чтобы их забронировать. В 6 утра идут уже смело занимать лежаки, потом идут уже на завтрак. Кто любит поспать подольше, лучше не советую, иначе вы потом просто никуда не ляжете, потому что все будет занято. Так что просим руководство отеля обратить на это внимание, увеличить количество лежаков. Касательно напитков и бара. Их достаточно много. Один на лобби, спортбар, который снэк, еще около бассейна и на пляже. 5-6 баров точно есть. Напитки, ром есть везде, водка, вино красное было всегда. Иногда появлялось белое вино. Шампанского мы не застали. Что касательно газировок, то они то есть, то их нету. Тут как бы нет такого точного ответа, что она будет, а что не будет. Иногда она появляется, иногда не появляется. Вчера мы узнали, что одну бутылку колы и одну бутылку спрайта выдают на целый день. Но это связано с тем, что проблема с поставками продукции. Продукцию доставляют из Испании, все продукты в основном испанские, в том числе помидоры, огурцы и так далее. Главный бар, он находится в лобби, и он работает круглосуточно.
Остальные барчики на бассейне, на пляже, вот эти 2 бара, они работают только в дневное время. То есть там, когда солнце садится, примерно в 5 часов они уже прекращают свою работу. А спот же бар, он такой как удаленный немножко, такой более уединенный, он работает вот ближе к вечеру. Как нам говорят, что он открывается в час, но по факту он открывается часа в 3 и работает примерно часов до 12, ну максимум до часа ночи. Снэк-бар, в котором вы можете взять разные закуски в течение дня, бургеры, хот-доги, сэндвичи, пасту. Ну, в общем, больше такой как фастфуд с напитками можете также взять круглосуточно. Мы отплыли уже далеко, очень далеко от пляжа. О, он говорит, рыба. Есть тренажеры на кардиозона небольшая. Есть очень много дела тренажеров. И небольшие тренажеры, ну, основные группы мышц. В целом на Кубе оно достаточно хорошее из того, что, скажем так, здесь есть. В основном в качестве обеда давали курицу, говядину, рыбу. Иногда были морепродукты какие-либо. Без каких-то изысков Без мы, в каких-то принципе, изысков. не были никогда голодными. Какое-то разнообразие все равно находим. Есть мороженое 2 вида. Одно шоколадное, другое какое-то, не знаю, какое-то карамельное, персиковое, что ли. Очень вкусная выпечка. Всякие булочки пекут, кексики, вкусные бисквиты. Всякие десертики различные тоже. Достаточно Колбаса вкусные. разных видов, ветчина разных видов, сыр разных видов. Но иногда бывает заканчивается. Допустим, вот колбаса и ветчина была у нас всегда, а сыр, иногда сыра не было. Что касательно на завтрак, яичница последние дни у нас были яйца. Когда яиц не было, делали что-то порошковое, что-то похожее на яичницу, но Вкус совершенно да, другой. было То есть невкусно, это даже невкусно было. мы попробовали, но потом мы не стали это пробовать. Отдельного какого-то детского островка нету. То есть, если вы планируете ехать с ребенком, я все же бы рассмотрел, наверное, другой отель, либо вообще другую страну. Ну, ничего нет. То есть, какого-то детского питания нет. Есть также всякие различные овощи. Обычно это морковка, просто листья салата, огурец, помидор. Ну, в общем, Ну, немножко скромно, но слава богу, на что овощи, хоть это на есть. овощи и фрукты не богато. Ну, то есть, можно сказать, что нет фруктов, нет овощей. Так, чуть-чуть огурчика, чуть-чуть помидорки. Арбуз давали невкусный. Папайя, ну, не знаю, так себе. Что еще давали? Гуаву давали, но она тоже такая немножко странная на вкус, Да. поэтому... Ананас дают, но ананас консервированный, в целом как бы вкусный, но он консервированный. Первое время еще были яблоки, но яблоки были не местные, они были привезены с Испании, как нам сказали. И для нас это было тоже немножко Но странно. они не выращивают яблоки. Да. Самый такой большой критерий – это к вопросу к чистоте, гигиене, в частности, к тарелкам и к посуде в ресторане. Нам уже ответили на этот вопрос, что нету средства, которое хорошо моет грязную посуду. Я сам лично видел, что просто смахивали грязную, остатки еды, да,
и протирали как бы на чистую. И тарелки отнюдь не чистые были, а грязные. Соответственно, от этого в ресторане приличное количество мух. Многие жаловались по поводу чистоты посуды к отельному гиду. И когда уже было достаточно жалоб, как вроде бы мы заметили, что посуда стала почище. Надеюсь, руководство отеля обратит на это внимание, и они исправятся, потому что это отнюдь очень важный критерий, потому что люди бывают разные, кто-то брезглив, кто-то не брезглив, и в основном как бы это это санитария, как бы, без этого никак, мне кажется. Посуда должна быть чистая. Есть, кстати, яйца. Яйца, как оказалось, это большая редкость. Вон даже, смотрите, появился ананасик. Возьмем ананасик, попробуем. Но арбузик вроде как невкусный, поэтому брать его я не буду. Тик. Ананасик. Всякие есть йогурты. Колбаска, сыры. Кстати, очень вкусненькие прям. Можно сделать бутик. Вкусненькая выпечка. Вот эти штучки прям очень вкусные. Можно их взять. Мне кажется, можно просто растолстеть от этой выпечки. И еще вот всякие сосисочки. Как бы в любом случае голодными вы не останетесь. На территории отеля также есть небольшая анимация. Ну как? Они работают не по какой-то программе, то есть вы не будете знать, что, когда и во сколько будет проходить. Аниматоры сами решают, например, сейчас мы проведем вот это, вот, сейчас мы проведем вот это. А из нашего такого, что мы замечали, была только вот йога, и то, мне кажется, мы ее видели один раз, наверное, за все вот это время здесь на пляже проводилась она. Были какие-то танцы в бассейне, акваэробика, как я понимаю, наверное. Также бывает, летают они шары на пляже. Не знаю, как эта игра, конечно, называется. Она очень популярна среди канадцев. В основном в нее играют одни мужчины, и в основном это все канадцы. Вечернее шоу проходит в амфитеатре, если хорошая погода, либо проходит в лобби. Достаточно много собирается народа. В основном это просто танцы. Есть у них музыкант, певец, хорошо поет, мужчина. Танцы, песни длится недолго, где-то час. Такая, не нудная анимация, но и не сказать, что прям тусня-мусня, если кто этого хочет. Все же, если нужна тусовка, то это лучше поехать в Родеро, там, где есть клубы, и туда можно пойти и тусить всю ночь. Проходит также вечеринка пляжная на пляже, но она длится совсем недолго. То есть, если вы хотите потусить особо не получится, потому что она длится всего 1,5 часа. Спа находится в соседнем отеле, он, точнее, как не отдельный отель, но отдельный, Coral. Там есть массаж, сауна. Сауна бесплатно, 1 час можно сходить в сауна-хамам, она небольшая, но если на компании 4 человека, будет нормально. За отдельную стоимость уже будет массаж. Вот такая тут территория возле сауны и хамама. Есть небольшая зона с лежаками. Также есть вот небольшой такой бассейн с джакузи. Сбоку от этого всего находятся массажные кабинеты. Здесь также можно сделать массаж. Массаж, конечно, не тайский, вам будут делать кубинки его. От $30 за 30 минут. В общем, вот такая вот тут территория возле сауны. Можно отдохнуть потом здесь, также принять душ.
и полежать, позагорать, если вы уже устали. Если вам нечем заняться, можно сходить в сауну. Конечно, лучше туда ходить вечером, но, к сожалению, они работают только до 5 вечера. И вот крайнее время, которое нам предложили, это было 3 часа дня. Но очередь тут никакая не стоит. Наше время уже закончилось, но следующие люди даже не приходят. Поэтому я думаю, что такого спроса среди иностранцев на сауну и хамам тут, в принципе, нету. Поэтому даже день в день вы можете записаться. Лёша тут уже напарился. Так, давайте я вам покажу. Ну, вот это две двери, а это сауна, это хамам. Ну, они как бы небольшие. Мне кажется, камера сейчас запотеет. Они небольшие. И вот такая сауна. Тоже небольшая. Ну, в принципе, вот мы убрались. В принципе, можно убраться четвером. Протрем. В принципе, можно убраться четвером. Можно посидеть. Здесь вот Настя вам уже показала. Как бы бассейн, джакузи. Да. Еще нам принесли, кстати, пиво. Так что после баньки пивасик в самый раз будет. И вот такой ресепшн. Сюда приходите, записывайтесь. И вот это находится на территории Корова все. Что касательно магазинов, что-то приобрести, есть в нашем отеле в Иберостар Эсмеральда маленький магазинчик. Там буквально шампунь, зубная паста. Есть чуть магазин побольше и в продуктовой части, и в такие сувениры. Это находится чуть дальше отеля «Валентин», минут 15-20 ходьбы от нашего отеля. Здесь, в принципе, принимают и доллары, и евро, но они принимают евро, доллар равно, то есть они равно по одному курсу, то есть для них не важно, там, евро ты платишь или доллары платишь, они берут все. Если ты хочешь брать экскурсию, например, от компании Pegas, то нужно платить евро, потому что доллары они будут брать, но будете платить больше, соответственно. А если вы хотите оставлять чаевые, то, конечно, выгоднее брать доллары. Или если вы планируете что-то покупать в городе, опять же, лучше платить тогда долларами, потому что это сейчас выгоднее все-таки. На песо я не вижу смысла вообще менять, потому что местные не любят песо, они сами об этом говорят, и на песо меняют здесь вообще невыгодно. Да, меняет гид на песо по курсу 1 доллар равен 100. На нелегальном рынке песо стоит 180 песо 1 доллар. Поэтому менять невыгодно, даже не прислушивайтесь к совету, что это очень удобно платить чаевые. Это неудобно, и по факту вы даете им даже меньше, чем 1 доллар. Те, кто к вам меняет, они на вас зарабатывают. Российские карты не работают нигде. Мы нигде не видели, что работает МИР. Поэтому, если у вас есть карта другой страны, она, конечно, здесь будет работать, но кроме России. Также в многих магазинчиках даже не берут наличные деньги. И какой есть вариант? Есть вариант сделать местную карту, которая будет действовать на время вашего отдыха. То есть вы определенный депозит туда кладете, например, там, берете, покупаете либо на 50 евро, либо на 100 евро, и в течение отпуска ей пользуетесь. Но нужно запоминать, насколько вы купили. То есть там баланс вы не можете увидеть, соответственно, лучше как-то читать где-то в заметках, писать, чтобы понимать, какой там у вас остаток на карте остался. Банк берет комиссию 5 евро. То есть вы, допустим, 100 кладете, на ней будет 95. Снять потом можно остаток, можно его снять где? Даже в аэропорту можно снять, но вам дадут уже
плату песо. Поэтому старайтесь все же истратить ее полностью, чтобы был минимальный какой-то остаток. Да, поэтому можно даже в аэропорту потратить, если вы вдруг не успели все истратить с этой карты. Что касательно экскурсий. Экскурсии есть от представителя, это от Пегас. Возможно, вот здесь будет печать, то, что они предлагают. Экскурсии достаточно недешевые, но при этом есть какой-то ассортимент. От Пегаса мы посетили 2 экскурсии. Это индивидуальная яхта, мы ее вам рекомендуем. Другие экскурсии на свое усмотрение. Еще мы были на экскурсии джип-тур. Больше, наверное, рекомендуем экскурсии к частным гидам. Их здесь 2 работает. Эдуардо и Франк. Мы ездили с Франком. Мы с ним долго общались и взяли экскурсию в город Тринидад на минивэне 8 человек. Вышло очень бюджетно. Есть разные вариации. Есть одним днем, есть 2 дня. Есть город Камунгуэй, есть город Тринидад. Можно съездить в Гавану. Как бы все очень индивидуально, все подбирается, продумывается, что хотите. Что-то они предлагают. По-русски они разговаривают хорошо, рассказывают, показывают, обучаются, помогают во всем. Поэтому претензий нет. Больше, конечно, обширные экскурсии какие-то и по цене меньше, то это все же на Вородеро. Рус и Кая-Кока в этом плане из-за удаленности хромают в цене и по времени, чтобы добраться до того или иного города. Да, поэтому я думаю, что даже с местным гидом вам будет и интереснее ездить, и у вас не будет столько остановок, сколько с тем же Пегасом, потому что все равно у них запланированы определенные остановки, вы останавливаетесь, ваша дорога занимает намного больше времени, и я думаю, что с местным это будет даже поинтереснее, потому что все равно он как бы здесь живет, он здесь все знает, он вас может остановить там, вы можете погулять, то есть с ним можно подстроить программу под себя, что очень даже было удобно. Это прекрасное, что есть. Вы даже не понимаете, что одно яблоко на Кубе стоит $1. $1. Одно яблоко стоит на Кубе. Поэтому то, что вы кушаете, это вы кушаете самое, что ни на есть лучшее, что есть в этой стране. Вот теперь смотрите. Смотрите, сервису, да, полотенца. У нас проблема с лаundри, с прачкой. Полотенца не всегда меняют каждый день, а больше степени никогда. Вот поэтому смотрите. Если вы попользовались полотенцем и бросили на пол и думаете, что его поменяет, этого не произойдет. Поэтому полотенце мы использовали, не надо его бросать. Повесьте его на балкончике, потому что, возможно, это полотенце у вас будет еще в ближайшие 3 дня. И в этом проблема в чем? У нас лаундри-прачка находится ближайшая на Кая-Кока. Это 80 километров от нас. Нет бензина в стране. И вы хоть нервничаете, хоть жалуетесь, хоть что-то еще, это все равно не решит вопрос. Поэтому на Кубе есть 3 стадии. Первое — это отрицание, которое у вас будет или уже у кого-то есть. Когда человек не понимает, в принципе, почему так. Сравнивает с Турцией, с Египтом, с Таиландом. Кубу нельзя сравнивать даже не с Доминиканой, не с Мексикой. Куба — это Куба. Поэтому, если у вас чего-то нет и вы злитесь, вот позлитесь. Попейте рома, сходите на пляж, посмотрите на океан, на закат. Потом выдохните, и у вас стадия потом спокойствия, вы уже успокоились, все. И потом принятие. И все, вы уже понимаете, ничего не изменить. Иначе, если вы будете постоянно только искать проблемы и только думать о том, что почему здесь так, а не так, вы к концу отпуска уедете отсюда злые и не отдохнувшие. Но на людей, которых посмотрите, у нас уже отдыхают давно, у нас тоже всегда есть 2 типа. Кому все нравится, все прекрасно, и питание, и отель, и все. И есть люди, которым не нравится ничего. Да, и они ходят, плюются до конца своих дней, и так и улетают злые и не отдохнувшие. Но вы посмотрите, где мы находимся.
Вы видели? Вот с той стороны, какая у нас вода, когда мы подъезжали вчера. Какой океан здесь красивый, какой пляж, климат, люди хорошие. Все здесь хорошо. Но то, что, о чем я вам рассказал, эта проблема есть не только у нас. У всех новых отелей, во всех новых островах. Вот теперь смотрите, полотенце пляжное. Вчера вам выдали талончик при заселении. Этот талончик на полотенце. Вы берете этот талончик, не теряете. И приходите в клубхаус. Возле главного бассейна деревянный домик, написано клубхаус. Вы приходите с 10 утра до 17:00, ну до 15:00. Вы приходите с талончиком, отдаете, вам дают под роспись полотенца. Вы их берете, эти полотенца закреплены за вами. Теперь, с 10, но обычно с часа. Или их нет вообще, вот теперь смотрите, полотенца. Вот кому-то, может быть, уже были в номере. Уже нет. Вот теперь смотрите, зеленые полотенца пляжные. Вы их получили под роспись. Вот теперь, если вы их потеряли, или потеряли бумажку вот эту, вчера, которую вам давали при заселении, 20 евро штраф за одно полотенце. Потому что государственное. Все, что государственное, будет огромные деньги стоить. Вот у нас тут Сергей. На баре стулья видели высокие? Вот он утром был великолепный человек. Вежливый, добрый. Ночью у него демон снялся. Он этот стул швырял в барменов. Или в кого-то еще. Он сломал этот стул высокий. $1600 он заплатил за стул. Если, не дай бог, телевизор разобьете, $15 000 вот этот телевизор стоит. Представляете? Вот такая сумма будет, не удивляйтесь, если вы что-то разобьете, сломаете и сделаете это специально, а не случайно. Да? Будет вот такой огромный налог на вас. И не только, если кубини сломает, ему также скажут заплатить. Но это нужно уже все. Это пожизненно уже. Поэтому смотрите, по полотенцам. Полотенце как лучше не оставлять. Вот у нас люди с утра уже бронируют лежаки. И ушли. Ушли завтракать. Потом после завтрака пришли кофе пить сюда в лобби. Потом пошли и подумали, нет, давай, наверное, пойдем в номер. И забыли вообще про полотенце. Персонал будет проходить, он не будет спрашивать, интересоваться чьи-то полотенца. Он просто возьмет, никого нет, заберет, потому что и так мало полотенец смотрели, и выбросит в корзину. И потом вы придете, нет полотенца. Второй момент. Вы оставили полотенце, ушли. У нас есть гости, которые уже потеряли свои полотенца. Они ищут новые. На полотенце не написано фамилия, номер комнаты или что-то еще. Вы на будущее так тоже, конечно, можете сделать. У нас поэтому круговорот полотенец. Потом когда-нибудь он, этот круг, замкнется, и тогда уже последние попадут. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам видео понравилось. Если у вас еще какие-то вопросы останутся, обязательно оставляйте их в комментариях, и мы ответим на них. Да, также можете писать в Инстаграм. Тоже будут ссылочки указаны на наш Инстаграм в описании. В ближайшее время там можем поотвечать, да. Ну, постоянно, так как видео будет долго на канале находиться, спустя год, 2, 3 мы отвечать, конечно же, на такие вопросы не будем. В принципе, все.